86 километров холодной воды. Ровно столько разделяет крайнюю точку России и побережье Аляски. В ясный день с мыса Дежнева невооруженным глазом видно американский берег. Два континента стоят так близко, что кажется, будто природа сама просит соединить их мостом. Прямо посреди этого пролива лежат два маленьких острова, разделенных всего 4 километрами воды. Один принадлежит России, другой — Соединенным Штатам, и между ними проходит линия перемены даты. Жители Западного острова встречают завтрашний день на 21 час раньше своих соседей, которых видно невооруженным глазом. Местные давно прозвали эти острова «Островом завтра» и «Островом вчера». Нам кажется, что построить здесь переправу – вопрос времени и денег, не больше. Но это не так. За 120 лет здесь не появилось ни одной постоянной дороги между континентами, хотя серьезных попыток было минимум 4, и каждая из них закончилась провалом. Сегодня мы разберем, что физически останавливает этот проект, от политики императорского двора до тектонических плит под дном пролива. И выясним, есть ли у человечества хотя бы один реальный шанс когда-нибудь проехать на машине от Москвы до Нью-Йорка, а не лететь через половину планеты ради расстояния короче, чем поездка между соседними областями. Мы начинаем. История первой реальной попытки соединить континенты начинается в самом начале 20 века. В 1902 году французский барон Лоик де Лабель добился разрешения Императорского технического общества России на изучение трассы будущей железной дороги от Якутска через Берингов пролив до Аляски. Он лично проехал тысячи километров по Сибири, доказывая на месте, что план реален. Замысел был колоссальным даже по сегодняшним меркам. Дорога должна была протянуться через всю незаселенную Сибирь, упереться в тоннель под проливом и выйти на Аляске, соединяясь с американской сетью железных дорог. Инвесторы в Нью-Йорке и Париже всерьез обсуждали будущие перевозки грузов в обход морских путей. Сам барон почти не сидел на месте. Он месяцами курсировал между Нью-Йорком, Лондоном, Парижем и Москвой, собирая деньги у частных инвесторов и одновременно убеждая царский двор выделить концессию протяженностью в несколько тысяч миль от побережья пролива до главной ветки Транссибирской магистрали. По меркам начала 20 века это была одна из крупнейших частных строительных затей в мире, сравнимая по амбициям с прокладкой Панамского канала, которую как раз в эти годы заканчивали на другом конце света. Идея понравилась властям. В 1906 году специальная российская комиссия по Великому Северному пути поддержала проект Лобеля и потребовала ускорить работы. Газеты писали, что император Николай II лично одобрил создание франко-американского синдиката для начала строительства. Казалось, поезда между Евразией и Северной Америкой пойдут уже через несколько лет. Многие представляют это так. Гениальный инженер опередил время, а его остановила нехватка технологий, будто строители просто не знали, как победить вечную мерзлоту. Это удобная версия, но это миф. Настоящая причина крушения проекта – кабинетная борьба, а не мерзлота. В российском министерстве у Лобеля хватало влиятельных противников. Они убедили царя, что концессия откроет дорогу экономическому захвату Сибири американским капиталом. В 1907 году правительство разорвало контракт, посчитав его условия невыгодными для страны. Синдикат распустили, не забив ни одной сваи. Показательно, что даже в окружении Лобеля не было единства о том, как именно пересекать пролив. Одни настаивали на мосте, другие — на тоннеле. Берингов пролив мелководный, средняя глубина около 50 метров, и на бумаге выглядел технически доступнее Ла-Манша, где уже шли переговоры о подводном тоннеле. Именно это кажущееся преимущество делало проект соблазнительно близким к реализации и заставляло забыть о скрытой угрозе под дном. Проект Лобеля умер не от мороза, а от страха перед чужим влиянием. Но даже если бы политика сложилась иначе, инженеров начала 20 века ждала ловушка, о существовании которой они даже не подозревали. Она скрывалась прямо под дном пролива, и наука разберется в ней только полвека позже. Даже на суше инженеры начала века не до конца понимали природу вечной мерзлоты. Но самая опасная ловушка пролива скрывается не на берегу, а на дне самого моря.
Когда в конце 20 века инженеры решили повторить успех тоннеля под Ла-Маншем и просканировали дно Берингового пролива звуковым оборудованием, приборы вернули странные показания. Плотная порода вела себя непредсказуемо. При малейшем механическом воздействии ее структура начинала меняться, будто твердая земля внезапно теряла форму. Ученые, изучавшие шельф моря Бофорта у берегов Аляски, еще с 1970-х годов нашли объяснение. Во время последнего ледникового периода уровень океана был ниже на 120 метров, и значительная часть нынешнего морского дна была сухой, промерзшей землей. Когда океан поднялся, холодная вода законсервировала этот лед под собой. На расстоянии от 3 до 17 километров от берега под дном до сих пор лежит подводная вечная мерзлота. Геологи называют такой лед реликтовым. Он не образовался под водой, а просто оказался под ней, когда тающие ледники по всей планете подняли уровень океана на десятки метров. По толщине отложений и образцам грунта, поднятым через буровые скважины, ученые восстанавливают границы этого подводного мерзлого слоя примерно так же, как археолог восстанавливает контуры исчезнувшего здания по фундаменту, оставшемуся в земле. Звучит как находка для конспиролога. Странный сигнал из-под дна, который не поддается объяснению. В сети сразу заговорили про пустоты от затонувших городов и аномальные карманы под морем. Это красивая версия, но она ошибочна. Подводная мерзлота задокументирована и изучается государственными геологическими службами уже больше полувека. И никакой тайны в ее существовании нет. Тайна в другом, в том, насколько хрупким оказался этот лед. Замороженный грунт держит форму только пока его не трогают, как мороженое, забытое на кухонном столе. Снаружи кажется твердым, но стоит поднести тепло, и через несколько минут перед вами лужа. Бур, вгрызающийся в дно, создает трение и тепло. Лед в почве тает, и твердая порода превращается в вязкую кашу прямо под фундаментом будущего тоннеля. Именно поэтому каждая буровая операция в подводной мерзлоте требует специальных систем охлаждения, которые непрерывно подают холодный раствор по всей длине бура. Такие системы существуют и применяются при добыче нефти в Арктике, но для тоннеля длиной в несколько десятков километров их нужно поддерживать в рабочем состоянии непрерывно, десятилетиями. Любой сбой, и тоннель начинает медленно погружаться в разжиженный грунт. Допустим, инженеры решат и эту задачу. Даже тогда конструкция будет стоять на одной из самых нестабильных точек планеты, и это не метафора, а геология. Берингов пролив находится на краю Тихоокеанского огненного кольца, где земная кора Северной Америки постоянно давит на соседнюю плиту. Это давление никуда не исчезает, оно копится десятилетиями, как сжатая пружина, которую никто не отпускает. 27 марта 1964 года эта пружина распрямилась. В 5 часов 36 минут вечера у южного побережья Аляски произошло землетрясение магнитудой 9,2 балла, самое мощное за всю историю наблюдений в Северной Америке. Толчки продолжались 4 минуты 38 секунд, а разрыв земной коры протянулся почти на 1000 километров. Очевидцы рассказывали, что земля под ногами шла волнами, словно штормовое море. Береговая линия в некоторых местах поднялась сразу на несколько метров, а городские улицы раскалывались пополам за считанные секунды. Самая высокая волна, зафиксированная в одной из бухт рядом с городом Вальдис, достигла 67 метров. Это высота 20-этажного дома. Волны меньшего масштаба докатились до берегов Калифорнии, Гавайев и даже Японии. Всего катастрофа унесла 139 человеческих жизней, и большинство погибших стали жертвами не самого толчка под ногами, а именно последующих волн. Многие считают такие землетрясения случайностью, редким сбоем природы, который невозможно предвидеть. На деле все равно наоборот. Ученые считают эту зону классическим примером границы тектонических плит, где напряжение копится примерно 500 лет, а затем выходит одним мощным разрядом. Это не случайность, а закономерность, которую геологи отслеживают и сегодня, ожидая следующий цикл. Современные сейсмические нормы научили инженеров возводить здания, которые выживают даже при ударе магнитудой 8. Но проблема Берингова пролива в другом. Конструкция длиной 86 километров пересекает активный разлом не в одной точке, а по всей своей длине, как нитка, натянутая поперек кипящего котла. Выдержать один мощный толчок еще можно.
Выдерживать его снова и снова, каждые несколько столетий по всему протяжению, задача принципиально иного масштаба. Для любого мостового или тоннельного перехода это означает одно. Конструкция должна выдержать не редкий каприз природы, а гарантированное, периодически повторяющееся событие чудовищной силы. Жесткий бетон в такой момент просто переломится, как сухая ветка. Поэтому идея жесткой неподвижной конструкции здесь обречена заранее. И именно это полвека назад понял один из крупнейших мостостроителей планеты. Сама идея межконтинентального моста не умерла вместе с проектом Лобеля. Спустя полвека за нее взялся человек, чье имя в инженерном мире стоит рядом с величайшими мостостроителями столетия – Тун Йен Лин, изобретатель технологии предварительно напряженного железобетона. В 1958 году Лин впервые предложил построить мост через Берингов пролив как символ дружбы между Соединенными Штатами и Советским Союзом. И назвал его межконтинентальным мостом мира. Через 10 лет он основал отдельную некоммерческую организацию, чтобы продвигать эту идею дальше. Первая смета оценивала проект в $1 миллиард. Лин не был мечтателем-одиночкой. Это инженер, чьи методы предварительного напряжения железобетона легли в основу сотен мостов и высотных зданий по всему миру. А собственная инженерная фирма Лина позже строила мосты и небоскребы на нескольких континентах. Когда идею предлагает человек такого уровня, индустрия слушает внимательно. 12 марта 1986 года президент Рейган на церемонии в Белом доме вручил Лину национальную медаль науки, и в ответ инженер передал ему план моста через пролив на 16 страницах. В 1994 году Лин вернулся к идее в третий раз, обновил смету до 4 и более миллиардов долларов и добавил в проект трубопровод для перекачки нефти и газа между континентами. Популярная версия объясняет провал проекта холодной войной. Будто военные ведомства обеих сверхдержав втайне запретили строительство, испугавшись, что по сухопутному мосту в случае конфликта быстро пойдут танковые колонны. Звучит эффектно, но прямых документальных подтверждений такому запрету нет. Куда более скучное и куда более вероятное объяснение – обычная экономика. Перевозка грузов морем гигантскими сухогрузами в 1000 раз дешевле, чем содержание дороги через арктическую пустошь. Один современный контейнеровоз способен везти 20 тысяч стандартных контейнеров за один рейс с затратами несопоставимо меньшими стоимости содержания наземной трассы в условиях арктической зимы. Пока морские перевозки остаются настолько дешевле, ни один экономически рациональный грузоотправитель не выберет сухопутный маршрут через Берингов пролив только ради идеи. Лин предлагал свою идею разным правительствам и инвесторам почти 40 лет. И каждый раз получал вежливый отказ, потому что цифры в смете никогда не складывались в прибыль. Получается, что и инженерный гений, и политическая воля одинаково упирались в одну и ту же стену – деньги и страх. Но значит ли это, что инженерия здесь обречена в принципе? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно посмотреть на пролив, который оказался куда меньше Берингова, и там лед все-таки проиграл. В 1997 году в Канаде открыли конфедерационный мост, который соединил остров Принца Эдуарда с материком через пролив Нортумберленд. Каждую зиму этот пролив покрывается движущимся льдом, и тем не менее мост уже почти 3 десятилетия стоит без серьезных повреждений. Секрет не в прочности бетона, а в форме опор. Каждая из 44 массивных опор моста имеет коническую юбку у поверхности воды. Когда ледяное поле напирает на такую опору, лед не бьет в нее как в стену, а заезжает на конус снизу вверх и ломается под собственным весом, раскалываясь на мелкие обломки. Это похоже на работу обычного консервного ножа. Лезвие не давит на крышку банки в одной точке, а подрезает ее снизу, и металл поддается без всякого сопротивления. Угол среза конуса инженеры подобрали почти ювелирно точно – 52 градуса. Именно при таком наклоне лед раскалывается, а не давит напрямую. Конструкторы рассчитали каждую опору на нагрузку в 30 миллионов ньютонов. Это многократно больше любого усилия, реально зафиксированного льдом за все годы наблюдений. И запас прочности оказался настолько большим, что мост ни разу не подходил к своему пределу. Может показаться, что это и есть решение для Берингова пролива.
просто скопировать форму опор в большем масштабе. Это распространенное заблуждение. Пролив Нортумберленд тянется всего на 13 километров и закрыт от открытого океана, а его лед относительно спокоен. Берингов пролив – это 86 километров чистой воды между двумя океанами, где течения непрерывно ломают лед и сталкивают обломки в движущиеся ледяные горы весом в миллионы тонн. Еще один аргумент, о котором редко говорят. Сам конфедерационный мост, 13 километров через сравнительно спокойный пролив, обошелся более чем в $1 миллиард канадских долларов. Масштабировать длину в 6 раз, добавить несравнимо более агрессивные ледовые условия, сейсмический риск и арктическую логистику, и смета вырастает не в 6 раз, а в десятки раз. Именно такие цифры каждый раз выходили у всех, кто брался за серьезный технико-экономический расчет. Коническая опора, которая легко справляется со спокойным льдом маленького пролива, в Беринговом проливе встретится с силой, для которой та же форма попросту не была рассчитана. Удачный рецепт не масштабируется напрямую, но он доказывает важную вещь. Лед можно обыграть, если не сражаться с ним напролом, а менять саму геометрию столкновения. И именно по этому пути инженеры пошли дальше. Если нельзя одолеть лед в лоб и нельзя бороться с подвижным дном, остается последний путь – спрятаться от обеих проблем сразу, не касаясь ни поверхности, ни дна. Именно такой принцип сейчас испытывают в Норвегии. Норвежское дорожное управление реализует программу обновления прибрежной трассы Е39 стоимостью около $40 миллиардов, рассчитанную примерно до середины века. Часть этой программы – погружные плавучие тоннели, которые должны пересечь несколько глубоких фьордов на западном побережье страны, слишком широких для обычного моста и слишком глубоких для обычного тоннеля. Такая труба висит в толще воды на глубине от 20 до 30 метров, удерживаемая гигантскими поплавками сверху и тросами, закрепленными на дне. Она не стоит на грунте и не торчит над поверхностью, а значит, ей не угрожает ни ледяной пресс сверху, ни тающая мерзлота снизу. Если сравнить такую конструкцию с чем-то привычным, это похоже на тюбик зубной пасты, подвешенный внутри бассейна на поплавках и натянутых нитях. Течение покачивает его, но не способно сломать, потому что труба просто плывет вместе с водой, а не сопротивляется ей. Первый кусок этой головоломки уже не теория, хотя относится к соседнему классу тоннелей, обычным, а не плавучим. Прямо сейчас норвежцы прокладывают тоннель Рокфаст под одним из фьордов. 27 километров в длину и почти 400 метров глубины под уровнем моря. После открытия это станет самым длинным и самым глубоким подводным автомобильным тоннелем в мире. Стоимость проекта превышает $2 миллиарда, а открытие планируют не раньше начала 30-х годов. Даже самый продвинутый тоннельный опыт планеты требует больше десятилетия только на одну переправу. Это не значит, что завтра по дну Берингова пролива поедут машины внутри плавающей трубы. Расстояние там в десятки раз больше, течение злее, а лед наверху совсем другого калибра. Плавучий тоннель такой длины оказался бы в несравнимо более тяжелых условиях. Постоянное сильное течение создавало бы боковую нагрузку по всей длине трубы, а движущийся лед сверху пытался бы зацепить поплавки. Предварительные оценки стоимости называют суммы от $100 миллиардов и выше, и ни одно государство пока не взяло на себя обязательство финансировать даже детальное проектирование. Но сам принцип не бороться со стихией, а уклоняться от нее впервые за 120 лет дает инженерам путь, который не упирается в тот же тупик. Ни в вечную мерзлоту, ни в тектонику, ни в лед. Мы прошли путь от чертежей императорской эпохи до подводной мерзлоты, тектонических разломов и плавучих труб. И во всех этих историях повторяется один и тот же урок. Каждый раз, когда люди пытались просто залить пролив бетоном и победить природу силой, пролив отвечал отказом, будь то политика, лед, землетрясение или банальная смета расходов. Но в каждой из этих неудач скрывался один и тот же намек, который инженеры расслышали далеко не сразу. Природу здесь не нужно покорять. С ней нужно договариваться, менять форму опоры, уходить под лед, а не сражаться с ним, прятать конструкцию там, куда стихия просто не дотягивается. Возможно, в этом и кроется главный парадокс Берингова пролива. Самое короткое расстояние между двумя континентами на планете оказалось самым долгим инженерным вызовом в истории человечества именно потому, что простое решение здесь не работает в принципе. А единственный путь вперед – это путь в обход,
в самом буквальном смысле слова. И, возможно, символично, что прямо в центре этого пролива все еще стоят два маленьких острова, один из которых живет на день раньше другого. Граница между островом завтра и островом вчера так и остается непреодоленной ни картой и ни визой, а простой инженерной правдой. Иногда 4 километра холодной воды дальше, чем кажутся на первый взгляд. Если бы вам пришлось выбирать способ соединить два континента, классический мост на ледяных опорах или подводную плавучую трубу, что бы вы выбрали? Напишите свой ответ в комментариях. А если хотите узнавать, как инженеры по всему миру обманывают природу, а не сражаются с ней в лоб, подписывайтесь на канал. Историй о таких победах еще много впереди.